Всем привет, вы на канале Twinkie Time. Мы продолжаем проходить Death and Texas. Смерть и налоги. Вопрос куда? Сюда. Вопрос отпал. Так, что это такое? Что у нас тут? Ну, ничего не ясно, но очень интересно, значит, лежит дальше. Спиннер покрутить сделано. Тут ничего интересного. Вот эта штучка что такое? Прикольно. И все? Что, ничего не будет? Просто пищит? Окей, пищать будешь в другом месте. Лежи здесь. Новости. Прорыв в области бактериологии. Человечество может получить бактерию, которая ест бионеразлагаемый пластик. Господи боже, почему я не могла это прочитать нормально? Кандидат от нейтральной партии меняет команду советников, становится президентом. Куда делись люди из прошлой команды, никто не знает. Невероятный скандал. Горячий фото королевы Элизабеты времен ее юности. Не подумайте плохого, обнаружено в антикварной лавке. Водитель экстра-класса погиб в ДТП. Да, вот нефиг было так гонять. Ну, вообще-то это была водительница, но не важно. Окей, ну как важно вообще-то. Так вот, ты лежал тут. Прочти это. Приношу свои извинения, жнец. Да. Дело в том, что наша факсовая связь сегодня сбоит, так что в этот раз просто доверяй своему сердцу. Сердцу, понял? Ну, ты же, знаешь, скелет. Указания на день, делай, что хочешь, бывай рок. Делай, что хочешь, спасибо. Ну, делай, что хочешь, это хорошо, это впечатляюще даже, да. Хорошо, давай, делай, что хочешь. Водитель школьного автобуса, 35. Каждый день Зетьен развозит детей по школам, и хотя, по идее, такая работа предполагает некую долю ответственности, Зетьен особо не заморачивается, чтобы лучше фокусироваться на дороге. Прямо за рулем Зетьен принимает легкие наркотики. Этот смерть. Подожди, а что, если это, типа, вместе с ним и дети... Ладно, ну что я могу сделать? Каталина, 70, пенсионерка-стримерка. Она прожила удивительную жизнь, полную потрясающих приключений. Теперь на закате лет Каталина увлекается модным хобби, ведет видеоблог на Клубничка ТВ. Верная, пусть и небольшая фан-база этого человека не даст соврать. Каталина очень заразительно смеется и вообще просто душка. Ну, живи. Ну, я хз. Махала Ае. Махала. Я тоже махала. 34 сушеф. Махал. Восходящая звезда в мире кулинарии. Этот человек фанатично исполняет приказы шеф-повара. Твердой рукой, крепким словом заставляя подчиненных готовить как положено. Подчиненные мечтают о страшной кровавой мести. Я без понятия, если честно, дайте мне помощь. Помощь зала. Смерть. Смерть так смерть. Рашида Матеас, 37, дипломатка. Рашида – дипломатка из страны под названием Карфения. Недавно это государство начало восстанавливаться после тяжелого экономического кризиса, и Рашида приехала в Космополис на торговые переговоры. По дороге в мэрию машины Рашиды атаковали неизвестный, но отважный дипломат. Дипломатка задавила преступников. Живи. А почему? Что это такое? Что за беленькие? Это типа все становится лучше? Изменилось на беленькое. Не понимаю. Я не совсем понимаю, что это за беленькие штуки, непонятно. Вот почему тут минус тоже не совсем понимаю. Ну да ладно. Дальше. Леви Шафер. 35, поставщик оружия. Леви продает оружие всем, кто в нем нуждается. В основном это военные. Леви постоянно засылает лоббистов правительства, чтобы первые всех узнавать о новых войнах и конфликтах. Впрочем, этот человек намерен исполнить последнюю волю дедушки с бабушкой, и потому тратит много денег на защиту лесов своей родины. Я не знаю, звучит страшно. Смерть. Ну, смерть так смерть. Ну а шо? Я не знала, что выбрать. Мне эта монетка хоть зачем-то пригодилась. Нацуме Аказаки, 32, бригадирка-архитекторка. Процветание немыслимо без развитых строительных технологий. Небоскребы, что тянутся ввысь и заслоняют собой горизонт. Что может быть прекраснее? Нацуме знает ответ. Нацуме мечтает соединить архитектуру и экологию, чтобы научиться превращать города в цветущие сады. Наука называет эту технологию аркологией. Живи! Захра. Подожди, тебя разве не было уже? Не знаю, мне показалось, что она уже была. Ну ладно. Нет, так нет.
38. Охотница на астероиды. Еще в детстве Захаре нравилось разглядывать звездное небо, так что решение стать астрономкой далось очень легко. Сейчас этот человек занимается тем, что ищет потенциально опасные для Земли астероиды. Если таковой находится, Захаре немедленно предупреждает подразделение по борьбе с астероидной угрозой. Живи. Так. Тахакира Нагай 44 гольфист. Тахакира обожает бить клюшкой по мячику. Нет, ну что сложного, бей со всей дури, смотри, куда он пролетит. Да, порой мяч летает в какую-нибудь дикую глушь, но порой падает куда надо, хотя какая разница. Возможно, Тахакира просто любит гулять на свежем воздухе и искать маленькие предметы типа мячиков. Ну, живи. А вы прочитали новости? Да. Эмико, 79, пенсионерка. Всю жизнь этот человек работал в поте лица. А потом наступила старость, куча свободного времени, склероз, падение в детство. Малую часть своего свободного времени копается на грядках, а большую проводит в командных онлайн-шутерах. Давно забытое детство вернулось теперь уже навсегда. Ну, живи. Да пофиг. Тут нет. Закрыто. О. Рука устала, твои пальцы утомились? Ты же, наверное, устала щелкать мышкой. Да нет, у меня все в порядке с руками. А, ты из тех, кто сидит до последнего, до самого конца. Наверное, вот почему Рук выбрал именно тебя, бедные пропащие души. Спасибо за заботу. Не за что, просто не просто пропихнуть тебя сюда было. В канцелярию, где теперь твое место. Окей. Alright. Приветствую, Жнец. Знаешь, пока я творил, на меня снизошло откровение. Я думал о человечестве, о том, что люди смертны, о том, каково их значение, их роль и в чем смысл их существования. Окей, к чему пришли? Какой-то сумбур в голове. Слушай, разве смерть это плохо? Для всех было бы лучше, если... Вообще, действительно ли люди существуют? Что они есть, что их нет, это ни на что не влияет. Каких бы высот они не достигали за время своей жизни, все это временно. Я слушаю. У каждого из них раздутое самомнение, каждый считает себя пупом Земли и центром Вселенной. И все же без них Солнце по-прежнему встает и заходит, звезды прозреваются, галактики рождаются и умирают. У нас есть отделы даже для такого рода событий. Люди — это не венец творения, они мало и ничтожны, хотим мнят себе обратное. В масштабах Вселенной они не более, чем пыль. Окей, продолжай. Их миллионы, миллиарды, каждый мнит себя уникальной снежинкой, и у каждого есть свой экзистенциальный опыт, вот только Вселенной до этого нет дела. И технически они, если присмотреться, все очень похожи. Живут как под копирку, у всех похожие жизни, похожие судьбы, похожие мысли. Вселенная полна чудес, но они не смогут, уже никогда не смогут их увидеть или почувствовать. Я по-прежнему все внимание. Мир может обойтись без них. Чтобы события происходили, сторонний наблюдатель в лице людей не нужен, понимание природы событий не требуется. Нет, знаешь, есть такая поговорка, если в лесу падает дерево, но рядом нет никого, кто это бы видел или слышал, то... Было ли дерево в принципе? Нет, там дальше был ли звук падения. Сколько же самомнения надо иметь, чтобы считать, будто мир не может существовать без самого факта их присутствия? Был не только звук падения, был шелест листвы, был скрип ветвей, дерево выросло и прожила жизнь, и наблюдатель был ему не нужен. Ни для чего из этого наблюдатель в лице человечества не нужен. Я выслушала всю вашу речь от начала до конца, мне за что-то полагается. Да, сегодня мы не будем подводить итоги. Доброй ночи. Хорошо. Спокойной ночи, так сказать. Пока. Окей. 400 гривнячок. Я могу купить светильничек инферальный. Подожди, что он делает? Так потому он что-то показывает. В противном случае вряд ли узришь что-то полезное. Я беру. Подставка лампы из йорнийского кого-то там. Каркас выплавлен из снятых... Иди в жопу. The shade made from the skull of the beast of Hogwarts. The coil bent from the thorns of a rose bush in Guyana. I, me drinking buddy, a master electrosmith, built this illuminator. He also loved to spark me drink and laugh gleefully when me whole jaw sizzled. Pranked him right back by knocking his teeth out.
Я не буду это комментировать. Спим. Я хочу испробовать светильничек. Дайте светильник. О, светильничек, классно. Ого. Я поняла. Я поняла, но не совсем. Я поняла, но сначала мне... Оно покажет после. Ясно. Окей. Что у нас здесь? Смотри, вот это получило и вот это получило. Так. Серебряные лисы рвут молодых нубов в клочья по праздникам, а в остальное время рвут их. И все же наблюдать за олдами забавно. Окей. ДТП со школьным автобусом. По словам пьяного виновника аварии, водитель автобуса тащился как черепаха. Аркология или наука о том, как построить город-сад. Это все еще нечто из области фантастики, но мы с каждым днем приближаем это будущее. Эксперты подсчитали, что число военных конфликтов на Земле уменьшается. Нападение на иностранного дипломата, полиция вступила в перестрелку с неизвестными, дипломат припровожден в безопасное место. Сушеф трагически гибнет из-за переохлаждения, кто-то запер беднягу в морозилке, кроме того, в теле жертвы найдено 2 вида ядов. Всем, не пропустите новый стрим. Ведущий хоть и стар, но очень талантлив, вы не пожалеете. Масса людей стекаются на Болл-стрит, чтобы участвовать в протестах, корпоративный мир в панике. Общество захлебывается в потоках ненависти, фейк-ньюс охватывают медиапространство. Строительные компании чаще скрывают от клиентов недостатки своей недвижимости. Прекрасно. Сказание. Тут же нет такое дело. Одна с другой стороны отменяют права человека, и ведь люди делают это добровольно, никто их не принуждает, они голосуют за это. 4 человека должны умереть. Трудись усердно. Это вот свинья пусть стоит тут теперь. 4 человека должны умереть. Окей, давай. 4, подожди, их тут 1, 2, 3, 4, 5, всего 5. Да куда всего 5? Криста Синт. Криста уже 20 лет в сфере недвижимости. У вас есть красивый дом, Криста его продаст. Ваш дом не так красивый, вообще лучше бы его снесли. Криста продаст и его, возможно, даже по высокой цене. В конце концов, деньги не пахнут, верно? Возможно. Так, я ищу ту, которая выживет, или которой. Монашка. Мбалия уверовала еще в раннем детстве, и как только исполнилось 13, подстриглась в монахини. Мбалия не допускают у себя греховных мыслей, но если они проскакивают, рьяно хлещет себя плеткой по большим и круглым выпуклостям. Некоторые так соблазнительно... Что? На которые так соблазнительно смотрят прочь греховные мысли. Матерь Божия, что это такое? Я не знаю, что с этим делать. Наверное, сюда. Гранд Сек, 33. Гимнгаст. Что это? Истинный организатор акции Occupy Wall Street. Протест в порт... Опять у меня язык заплетается. Протестов против жадности корпораций. Портив? Да почему портив? Это не у меня язык заплетается, это тут написано. Боже, все, ладно. Этот человек вывел политический активизм на новый уровень, требуя корпораций и правительств принять срочные меры против растущего неравенства. Грант любит собак и берет их на все свои акции протеста. Возможно. Мартин Пелдик. Редник-активист. Этот человек был образцом сострадания, пока один глупый ресторанный повар не испортил его любимое блюдо. Терзаемым желанием мести, этот человек пришел в политику, возглавил национал-популистскую партию всеобщего благосостояния. Мартин надеется покончить с неравенством раз и навсегда. Странно, очень странно. Николас Скрипник, 43, шпион. Этот человек приехал в Космополис с другой стороны, чтобы украсть военную тайну. Легенда отлично проработана. У Николаса Джея семья для прикрытия, так что Николас слишком не боится. Если шпион выполнит задание, последствия для мира могут быть ужасными. Жаль, что этот человек так привязан к своей семье. Семье. Смерть. 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 И так, мне нужно кого-то одного оставить жить. Вот этот будет жить. А ты прости. Так, а почему тут минус? Ай, да пофиг. Я все сделала. Я забыла посмотреть, подожди, я забыла посмотреть, что это было. Надо было использовать. Ладно. Окей. Очень жаль.
Началось томительное предвкушение свободы, каждая травинка, каждый лучик солнца. Сегодня восхитительный день, не так ли, жнец? Все так, наверное. Все именно так. Еще никогда прежде я не был столь уверен в себе, как сейчас. О, у меня нет слов. Всему виной мое отличное настроение. А что насчет итогов дня? Кому они сдались? Скучная рутина. И что мне теперь делать? То, что и всегда. Твоя задача заботиться об этом мире. Уверен, ты будешь принимать правильные решения. Мне же надо сосредоточиться. Меня посетило вдохновение, а муза зовет, а если останется время, займусь работой. Понятно. Ты странный. И очень странный, но ладно. Уп. Уп. Тут ничего не изменилось нигде. Новая акция протеста против жадных корпораций прошла на Уолл-стрит. Знаменитый гимнаст покинул спорт, чтобы стать профессиональным протестующим. Известный политический активист найден мертвым у себя дома. Бедняга задохнулся, пытаясь себя самоудовлетворить. Задохнулся? Чему? Ладно. Задохнулся, так задохнулся. Ненависть овладела умами людей с тех пор, как радикальную партию ретников возглавил непримитивный фанатик. Дом взял и сложился. Легендарный риэлтор Кристо Сант погибает под обломками, и несостоявшийся покупатель не пострадал. Человек пошел посмотреть на шпиль собора и умер от неизвестного яда. Спецслужбы устранили шпиона. Галопирующая инфляция и имущественное неравенство привели к массовой нищете. У людей нет денег, даже на еду. Крах общества неминуем. Обнаружен огромный астероид. Эта хрень врежется в нас, если ничего не сделать. Так, делай свою работу. Хаюшки Шнес. Мир объединился под властью одной культуры и столкнулся с рядом управленческих проблем. У них там голод, лишних людей теперь перерабатывают на корм. Как занятно. Указание на 1-6 человек должно умереть. Будь тверд. 6 человек? Окей, ищем опять одного, кто не будет умирать. Дэймон, 30, окружной прокурор. Этот чиновник берет взятки направо и налево, а также пропихивает везде своих родственников, при том, что работу свою выполняет на отлично. Дэймон возглавляет картель контрабандистов, продает оружие в развивающиеся страны. У этого человека есть котик Мусик, которого он подобрал на улице и окружил любовью и заботой. Да пофиг, смерть. О, а вот я могу теперь посмотреть? Я не понимаю, что этот светильник мне дает? Нифига ж не меняется. Ну, типа, окей. И чё? У них же одинаковые везде. Ладно. Лионель Джет, 24, повар фастфуда. Лионель обожает бургеры, любит их готовить и потом кушать. Этот человек держит маленькую бургерную на углу Уолл-стрит, но в последнее время клиентов мало. Во-первых, у людей нет денег, во-вторых, правительство раздает гражданам питательную слизь промышленного производства. Так и до банкротства недалеко. Пока не знаю, полежи тут немножко. Это я, это моя жизнь. Я люблю бургеры и обожаю кушать. Кармен Дель Рио, 20 бариста. Бариста, которая ненавидит кофе. Познакомьтесь с Кармен. Для этого человека любой кофе ужасен, так что когда клиент просит кофе, Кармен просто берет старый холодный кофе и греет его в микроволновке. Увы, Кармен даже не понимает, что поступает очень-очень плохо. Не, ну за это однозначно. Сэмми МакКинли, 39, психиатр. Известный в академических кругах психиатр, доктор наук и автор популярной теории минимального соцобеспечения. Правительство не поддерживает его теорию, но Сэмми не расстраивается. В свободное время этот человек ухаживает за растениями и деревцами на заднем дворе своего дома. Тоже пока не знаю, сидит тут. Рон Меркьюс. Однажды этот человек отправился в долгое путешествие по миру, чтобы наконец познать себя. Лишившись здоровья, душевных сил и денег, уставший скиталец вернулся домой. Остаток дней Рон доживает в тишине и покое, наблюдая за стадом пасущихся овец. Ну, окей. 30 безработный хипстер. Кахайо для друзей CA. Человек многих талантов. В наше время, увы, бесполезных. Будь на дворе эпоха Возрождения, Кахайо не пришлось бы перебиваться случайными заработками на странных даже для нормального человека работах. Но пока хипстер CA живет в коробке и питается отбросами. Тоже пофиг. Да, я поняла. Томао Хидака. Астронавт. Хорошая игра Space Intruder, как это читается. Интересно. Многие фанаты мечтали стать космонавтами, в том числе и Томао. Но в отличие от них, этот человек стал космонавтом и вступил в отряд обороны Земли. Когда астрономы обнаружили опасный астероид, отряд вместе с Томао вылетел, чтобы взорвать угрожающие Земле каменюку. Ты будешь жить, а вы, походу, все. Так. А ну, стой на секунду, давай я посмотрю. Вот сюда. Оп. Не знаю, у них у всех одно и то же, типа.
никак не меняется. Меня опять нахлобучили, что ли? Эти товары ничего мне не дают. За что? Опа. Что во имя брака творится с миром? Я не знаю. Разумеется, знаешь, это квинтэссенция всех принятых тобой решений. Знаешь сказку о Виверне и принце-консорте? Нет. Ну, конечно, знаешь. Жил да был юный принц-консорт, был он умен и сообразительный, но однажды его похитила Виверна. Принц хотел спасти свою страну и пустил в ход свое обаяние, чтобы повлиять на Виверну. Вскоре принц, похитивший его тварь, нашли друг в друге союзников. Оба мечтали о власти и разделяли одни и те же взгляды. Принц стал сеять в округе зло, творить немыслимые вещи. Героев, что королева послала спасти принца, он убивал. Затем Виверна, отчаявшись чего-либо добиться, съела принца и улетела прочь. И кто здесь я? Королева? Да. Ты бы ответила да на любой из этих вопросов? Да. Возможно, твоим ошибкам не числа, возможно, ты допустил лишь пару промахов, можно усвоить урок. Спасибо все же за все то время, что мы были вместе. Жаль, что оно быстро подходит к концу. Так в мире все довольно ужасно, и так отныне и будет. Я заметила, что тут либо они и раньше были, либо я только сейчас начала замечать, либо в последнее время их появилось больше, но как-то опечаток я заметила немало. Стой, ничего не покупай. Кактус. Понятно. Все, не надо. Мне кажется, жнец, я в творческом тупике. Не поделишься идеями? Я не могу определиться со стилем, стоит ли мне экспериментировать, или может лучше придерживаться традиционных приемов повествования. Попробуйте экспериментировать. Отличная идея, я стану пионером в своем жанре, это поможет мне выйти с рамки обычного. Ты еще здесь? Наверное, хочешь поговорить о работе. Ну ладно, посмотрим, что там у нас творится. Хаос, кругом хаос, плоть страдания терзают человечество. Вот она, антиутопия. В мире осталась одна ультракорпорация, Frolix Productions. Насадив глобальную монокультуру, она растрачивает последние ресурсы планеты. Из людей делают пищевую пасту, чтобы накормить голодающую элиту, батарейки, чтобы питать залы виртуальной реальности. Уолт Гайбраш. Я восхищен твоим гением. Ну, что ты скажешь? Мир явно не процветает. Я грибу. Я грибу там громко на улице. Едва ли мои действия хоть на что-то влияют. А ты уверен, что хоть немного стараешься? Да. Но сделанного не воротишь, тебе придется жить последствиями своих решений, пока ты еще жив. Работа ждешь, нет, слушай, чего-чего, времени теперь тебе мало, и транжирить его нельзя. В смысле времени мало? Я же жнец, я же бессмертный. Да что такое? Ты мне врешь, все. Окей. Что тут? На 50. Бездомный, чей труп нашли среди отбросов, опознан. Им оказался автор блога о жизни уличного бомжа. Лучшего окружного прокурора Космополиса взорвали вместе с машиной. Дальше. С тех пор, как фармакомпании стали сами решать, какие лекарства производить, мир охватили эпидемии. Крах международной финансовой системы привел к социальному коллапсу. Мы публикуем последнюю статью, наш сайт закрывается. Огромный астероид успешно взорван, астронавты-герои вернулись целыми невредимыми. Предприятия ВПК идут на гуса временем. Впервые у руля промышленного концерна встает женщина-гендиректорка. Окей, ясно. Делай свою работу, прочесть немедленно. Это настоящая антиутопия. Только посмотри в окно, жнец. Люди сами сотворили это с собой, превратили свой мир в безумные пустоши. 2 человека должны умереть. Да. Лежи здесь! Почему она только что просто перемещалась? Рио. 35 политик. Рио выступает за то, чтобы полностью отменить все налоги, безжалостно высмеивая своих оппонентов. В самом деле, зачем эти налоги вообще нужны? Ну вот тут вообще не согласна. Без налогов совсем будет что-то страшное. Дальше.
Теофания Эйнер, гендиректорка. 100 лет назад семья Эйнер основала охранно-консалтинговое агентство Monitor C. Со временем Эйнер приобрели ряд оружейных заводов и теперь представляют собой мощный промышленный конгломерат. Теофания Алчная, беспринципиальный глава Sounder Security Services и последняя наследница семьи Эйнер. Алабастер 42, безумец судного дня. Вот оно безумие. Апокалипсис отнял у этого человека все за одной рассудок. Алабастер гоняет по руинам космополиса на утыканном шипами грузовике и вершит суд над всеми, кого встретит. Жить встречному или нет, решает бросок монетки. Такой вот безумный дед последних дней. Окей, стой. А ну-ка, давай еще раз проверим. Да не, один фиг все одинаково. Понятно, лампа это мне не всралась. Принято. Интересно, у нас скоро конец? Жнец, у меня было столько дел. Скажи, как там в мире? Ситуация вышла из-под контроля и сорвалась в штопор. Таков рок этого мира, и он неумолим. Представляешь всю мощь катастрофы? Люди превращены в стадо безликих болванчиков, прочно сидящих на игле развлекательного контента от Rolex. Перепрошивка мозгов, как она есть. Святые кости, похоже, это и правда конец, я уже в предвкушении финала. Чувствую себя неудачником. А ну, не будь к себе слишком строг. Взгляни на часы, не стоит тратить драгоценное время, ведь его у нас осталось мало. Не уверена, возможно, уже прямо сейчас скоро конец. Давайте на этом закончим, но если вдруг окажется, что скоро конец, то я, наверное, соединю эти две серии. Ну, короче, ладно, посмотрим. Спасибо вам, девчата, за просмотры. Не забудьте подписаться на канал, на Инстаграм, на Твич, а также ставьте лайки, оставляйте комментарии, кликайте на колокольчик. Всем отличного настроения и до встречи в следующих видео.